Меня зовут Павел Борщенко. Я родился и вырос в Сумах. Сейчас живу в Киеве. Занимаюсь фотографией. Работаю не в креативной индустрии. Моя фотография, она более рефлексия на жизнь. Переосмысление времени, среды, опыта через определенную форму. Серега, смотри, какой пиджак. Чуть-чуть, конечно, потрепанный. Давай синий рубашку. Мое детство прошло в 90-х, и оно прошло на периферии. Не было ресурсов на что-то новое, что-то как бы другое. Соответственно, игрушки все советские, там окружение все советское, как бы, соответственно, вещи советские. Доминанта все равно была другая. Это с одной стороны. А с другой стороны, это интересно, вот эта трансформация общества во времени. И получается, от чего мы отталкиваемся, то есть что было тогда, как она работала и что мы имеем сейчас. Ну, в какой-то мере мне интересно играться этими вещами, возможно, как-то их рассматривать, там, возможно, изучать. В моей фотографии есть два места. Это мое село и вот эта дача. Дача моей девушки, которую я открыл для себя случайно, то есть мне ее показали случайно. Дача, где люди, которые, живя в системном дефиците, ощущали необходимость коллекционирования, не то что коллекционирования, а хранения любых вещей. Безотходное производство. Соответственно, все, что можно сохранить, сохранялось, вплоть до, условно, там, кожи с изношенных сапог, да, потому что, ну, вдруг понадобится. Место сохраняет в себе опыт поколения, по сути. Ты становись на табурет. Сейчас, она все время назад отъезжает, и вот это стрёмно. Так, начнем с этого, а потом, если что. Даже не сейчас. Так, здесь у нас есть такие плащики. Какой тебе нравится? Смотри, можно вот этот. Плащики. Ну да, это такой. Колоритный. Ух ты, это Ну, янтарь. это такие. Янтарная.
ну, как я работаю. То есть какие-то идеи, есть какие-то темы, есть какие-то, опять же, ситуации. То есть я отталкиваюсь больше от них, как бы, получаю картинку. Есть проект, который завязан на Ленине. Но, опять же, туда не каждый Ленин подойдет. Проект называется «Мама, я живу с Лениным». Идея идеализации объекта, перемещение его из разряда как бы идола в разряд куклы. Не всегда картинка, которая придумана, она 100% войдет в проект. Получается ситуация такая, что тех фотографий, которые вошли, их довольно мало. Опять же, связано со скоростью работы, потому что я не могу, я не часто снимаю. Все равно что-то меняется. Меняется время, меняюсь я, меняется как бы восприятие. Ну, я как интроверт, мне как бы проще работать со знакомыми людьми, потому что как бы я уже знаю, что эти люди, например, будут не против что-то делать, что я попрошу, в каких-то пределах, да, то есть я могу на это рассчитывать. Да, придвинь их к себе больше. Еще ближе к себе. А теперь подкидывай. Потом я могу поднять всех и... Да, Ну, подкидывай. всех я не знаю. Ну, сколько получится. Не вставать мне, да? Руками. Да, вот так просто, вот так я как просто сидишь. думал так поднять, но это будет дальше. А ну поднимись, да, как ты поднимешь. Еще раз. Проектность определяется формой. Ну, то есть, как бы, фотографии, которые лежат в ряду, они объединены чем-то. Они объединены темой, они объединены стилевым решением. Или, например, они могут быть совсем разными, но в то же время как бы дополняют друг друга. Тенденции, те, что я вижу, это отход от фотографии как таковой, деконструкция изображения, недостаточность обычного изображения как такового. То есть это уже никому не интересно, независимо от того, что там изображено. Мне кажется, популярной темой, что отражает современное общество. Ну, то есть то, что отражает социальные процессы. Фотография есть, если есть институции. Если институции нет, то фотографии украинской как таковой нет. Есть единичные какие-то проявления, но, опять же, это можно украинской фотографией назвать только по происхождению. В основном это, условно, не украинская институция будет эту фотографию признавать и, условно, показывать, потому что в Украине нет кому показывать фотографии. У нас есть всего несколько мест в столице, которые могут показывать фотографию, и всего одна институция, которая в большей мере занимается современным искусством. То есть, если говорить о Пинчук арт-центре, где фотография бывает скорее как исключение и как искусство в медиуме фотографии. То есть это не фотография в чистом виде.
Тут есть два варианта, грубо говоря. Первый вариант — это человек, условно, назовем его инвестор, меценат и так дальше, который открывает эту институцию и ее финансирует. По примеру, Пинчук Росцентра, например. Второе — это делает государство. Ни один, ни второй вариант, в принципе, скорее исключение, чем возможность. Ну, то есть это как бы... Ну, это надеяться глупо. То есть это может произойти когда-то, но больше вероятность, что не произойдет. И я вот замечаю, что то, что сейчас как бы воспринимается как хорошие проекты, это абсолютно некоммерческие проекты. То есть это купить невозможно и продать невозможно. Единственное, кто это может купить какой-то музей впоследствии. Проблема с доступностью. Сейчас все доступно. И опять же проблема с вторичностью. Очень много одинакового. Поскольку язык общий, тема общая, как бы глобализация как бы сравняла достаточно ситуацию в мире, то как бы одно и то же делает много людей одновременно в разных точках. И кто из них как бы кого выставлять, а кого нет. Это очень все субъективно. Мне тоже понравилась в одно время лекция Вячеслава Полякова и Елены Субач, которые сказали очень простую вещь. Аж тусовка маленькая. Тебя должны знать, чтобы тебя выбрали. И знать лично. То есть, чем больше людей тебя знают, тем больше твои шансы. Поэтому так важно участвовать в этих всех фестивалях, конкурсах, но не просто участвовать в конкурсах, а как бы важны все эти посиделки с кураторами, после там, и так далее. То есть чем больше тебя знают, тем больше в равных условиях тебя выберут. Эмпатия.